я, собственно, и не решал стать врачом. С того возраста, как я себя помню, я знал, что я буду врачом, потому что у меня в семье есть медработник, в частности, моя мама. Она много работала в отделениях реанимации и в других отделениях. И передо мной как бы никогда стояла выбора другой профессии. То есть я абсолютно четко знал, когда стал себя осознавать и задумываться о своей дальнейшей деятельности, что я буду врачом. Единственное, что я не знал, каким врачом. Хирургом, там, терапевтом, педиатром. Вот. А врачом детским стал уже, наверное, только по причине того, что есть у меня определенная тяга к детям. Я к ним очень хорошо отношусь. Я их люблю. Голова болит? Нет, да? Да никто тебе не идет. Что ты ругаешься сразу? Здравствуйте. Здравствуйте. Симонович. Понятно, лечимся. Вы как живете? Мы вообще прыгаем вечно. Мы уже устали, уже я не могу, он на пол хочет. И никак не получится. Если все будет нормально, в понедельник вас Анна Ильина, возможно, Я хотела спросить, а зачем нам ЭКГ? ЭКГ? Да. Потому что после черепно-мозговой травмы иногда бывают метаболические нарушения миокарда. И вену кровь Это тоже все смотрят, да, из конечно. этого? Просто я вот из этого все хорошо, спасибо. Голова же регулирует все, в том числе сердце. Хорошо. Я учился изначально в Ярославском медицинском институте. Ныне это Ярославская медицинская академия. Вот. А в дальнейшем в институте Бурденко в Москве, в институте нейрохирургии Поленова в Санкт-Петербурге, в Ижевске медицинской академии. Это зависит от учиться на какую хирургическую специальность, потому что у меня хирургических специальностей 3, я детский хирург, я детский травматолог, ортопед, и еще и нейрохирург, и врач-невролог. То есть я имею 4 врачебных сертификата, и для того, чтобы их получить, нужно было учиться в разных местах. Перелом теменной кости, была гематома. Вот. Шестоэтажный отвалить сегодня обследовать? Посмотрим ваши данные. В принципе, если там все хорошо, я могу вас выписать, если все хорошо. Если брать нейрохирургию, то это, наверное, самое длительное обучение, но это и самая сложная специальность в медицине на сегодняшний день, с моей точки зрения. Поэтому, естественно, нейрохирургия не значит, что вы где-то проучились, окончили ординатуру, интернатуру, и получили специализацию, и вы стали нейрохирургом. Нейрохирург учится своей специальности всю жизнь. И сейчас, на данный момент, даже если я не выезжаю на какие-то базы для обучения, нейрохирург обязан просто заниматься самообучением постоянно. Нейрохирургия как специальность развита. Но специалистов на сегодняшний день в нейрохирургии очень-очень не хватает. Что во взрослой нейрохирургии в нашей республике, а уж и про детскую говорить нечего. На сегодняшний день на большую республику с большим достаточно количеством и взрослого, и детского населения всего 2 детских нейрохирурга. Ну, сами представьте, 6 лет института, год интернатуры, 2 года ординатуры. Это только для того, чтобы получить сертификат нейрохирурга. В общей сложности 9 лет. И только после ординатуры лет через 4-5 вы начнете самостоятельно оперировать. То есть где-то, чтобы оперировать и стать нейрохирургом, займет 15 лет жизни вашей. И в специальность сейчас мало кто идет. Тем более это специальность, которая требует постоянной какой-то самоотдачи. День, ночь, утро, вечер вас могут в любой момент вызвать на операцию, на осложнение операции, на тяжелую травму, на автодорожку какую-нибудь. И в специальность, такую как нейрохирургия, сейчас мало кто идет. Тем более в нашем государстве. Все равно, если человек хочет стать нейрохирургом, он должен быть, наверное, мало того, что энтузиастом своей профессии, а еще и немножко повернутым на своей профессии, как говорится. Я не знаю, я к проблемам отношусь к остальным проблемам. Понимаете, люди существуют разные. Есть люди, которые жаруются на проблемы и требуют от кого-то решения этих проблем. Я же отношусь и пытаюсь себя относить к категории тех людей, который должен проблемы пытаться решить сам. Я считаю, что мужчина, врач, заведующий, нейрохирург и вообще просто человек, он должен решать проблемы пытаться сам. Не жаловаться на них, а чего-то добиваться, чего-то двигать и не быть лежачим камнем. Ну, есть, я не знаю, кто это сказал. Можно выдать это слова за свои, потому что они мне как родные. Если врач-хирург, врач-нейрохирург, неважно какой хирург, перестанет бояться перед операцией, нужно тогда уходить из специальности. Бояться нужно всегда. Потому что если человек не боится, значит пациенту будет хуже. Я думаю, здесь объяснять не надо. Страх должен присутствовать всегда, потому что страх
он должен быть из той категории, когда он является движителем прогресса, не тормозящим фактором. Хотя тормозящий фактор здесь где-то немножко тоже есть. Да? Он должен быть движителем прогресса, потому что страх получить какое-то осложнение, получить кровотечение, страх ухудшить состояние ребенка. Страх – это всегда взвешивание за и против. Это постоянные весы, которые у каждого хирурга, нейрохирурга в голове должны быть. Основной принцип специальности, а тем более такой специальности, как нейрохирургия, это не навреди. Да вообще в медицине основной принцип – это не навреди. И вот человек, имеющий страх, он, с моей точки зрения, навредит как можно меньше. Вот. Не бояться оперировать, а бояться нужно навредить пациенту. Вот этого нужно бояться. Если человек, врач интенсивной терапии, реаниматолог, нейрохирург, хирург перестал бояться, нужно покидать специальность. Есть подготовка к операции, несколько дней, длительные консилиумы, обсуждения, взвешивание за и против, вырабатывание определенной тактики по отношению к каждому больному. Не бывает, я же сказал, двух одинаковых больных. Если даже у них практически одинаковый диагноз, все равно эти больные будут лечиться, и течение заболевания у них будет разное. Абсолютно разные. Поэтому готовиться к каждой операции нужно. С течением времени может быть время на подготовку с опытом, со стажем, знаниями, с количеством прооперированных больных. Времени на подготовку уходит, может быть, меньше. Если раньше при какой-нибудь операции, например, там обширной опухоли мозга, я мог не спать неделю и во сне крутил в голове, и мне снилось, каким образом, как я это буду оперировать, я готовился. Сейчас, может быть, это занимает сутки. Но, тем не менее, подготовка присутствует всегда. Если человек верующий, то он четко понимает, что ведь не все зависит от человека. От врача, хирурга, каким бы он там талантливым, выдающимся, там, или, может быть, даже супергениальным не был, все равно все определено, наверное, на этом свете Богом. Конечно, Богу Богово, Кесарю Кесарева, но, тем не менее, и нейрохирурги ездят в церковь иногда, и до, и после операции, и молятся, потому что, наверное, если исходить с точки зрения церковной, то, наверное, все в этом мире от Бога. И мы с вами, и пациенты, и болезни, и испытания для людей. Таким образом. Это тяжело, это постоянное напряжение. Это образ жизни. Можно же полжизни пролежать на диване, да, и ничего не осознавать, и ругать все находящееся на экране телевизора, да. А можно впрячь себя в определенную тяжелую специальность и сказать себе, что кроме тебя на сегодняшний день, хотя бы здесь, в этом месте, это никто не сделает, что это необходимо, как бы тяжело оно ни было. И пахать и пахать. У меня есть друг, он говорит, мы окопники. Я сначала, когда это в первый раз услышал, я не понял. Я говорю, а что означает окопники? Ну, мы в окопе сидим и спасаем. Иногда даже родителей пациентов я сам отправляю в церковь. Не потому что, чтобы вымолить у Бога там помощи. Нет, в первую очередь я отправляю для того, чтобы это было психологическим моментом для родителей. Потому что если болеет ребенок, переживать болезнь, переживать страх перед предстоящей операцией, наверное, легче, когда ты сделал все, что необходимо. В том числе и съездил в церковь, помолился, поставил свечку и попросил еще Господа для того, чтобы он помог. Часто бывает, задают такой вопрос, ребенка подняли в операционную, после операции он пойдет в реанимацию, а родители меня спрашивают, а что нам делать? Я говорю, езжайте в церковь и молитесь. Да-да. Александр Анатольевич, у Косолапова уже 40. Так. Утирайте. Сейчас свертиком обтереть. Руками трогать нельзя. Понял? А то домой не выпишу. Тихо. Домой-то хочешь? А? Ну, а чего руками трогаешь? Хулиган. Ну, не больно уже тебе. Теперь тебе уже совсем не больно.
Справочная? А Александр какой? Все, не реви. Да не крути головой. Я тебе, наверное, полностью не замотаю, чтобы ты не ковырял там. Угу. Договорились? Ой, девочки, давайте быстрее фотографии. Хватит уже? Нет, не хватит тебе. Потому что ковыряешь там. Вы у нас как Катюни. Держи. Ну да нет. Долго, ну? Сколько дней теперь? Знаешь? Уже 4. 6 числа. Максимум было 6 числа, когда я был. До 40 было. 6. Не кашляете вы больше? Пришлось сбивать физическими методами охлаждения. Знаете, цифроксон. Сколько она весит? 602 раза копили. На 100 тысяч расклад я там напишу. Много тысяч операций за моей спиной. И вспомнить как первую. Естественно, если я пошел на нейрохирургическое вмешательство в стенах этой больницы, даже не будучи главным нейрохирургом и заведующим, я был к ней абсолютно подготовлен. Поэтому каких-либо особо сильных впечатлений она у меня не оставила. Первая операция. Она прошла абсолютно... Нейрохирургия – это специальность, когда ты идешь планово в операционную, и если ты принял решение, что ты идешь оперировать ребенка, то ты к этому абсолютно готов. И операция должна пройти без эксцессов, рутинно и даже немножко скучно. И тогда в этом случае с пациентом все будет хорошо. И каждый случай индивидуален. Каждый пациент экстренный, он плановый, это пациент. А в нейрохирургии, как правило, все пациенты тяжелые. А это тысячи больных, они все разные. Не бывает одинаковых случаев. И рассказывать о них, просто, наверное, занимать время. Это... Временами я, когда дико устаю, я мечтаю, чтобы пациентов было как можно меньше. Наверное, основная мечта. Потому что если ты живешь в специальности, живешь болезнью детей, а невозможно через себя не пропускать. Меня один доктор-психиатр учил, что не надо пропускать пациентов через себя. С моей точки зрения это невозможно. Если ты через себя их не пропускаешь, значит ты не чувствуешь пациентов. А если ты живешь специальностью, то нужно мечтать о том, чтобы они просто не болели. И чтобы, если болели, то все у них заканчивалось хорошо. Чтобы все болезни лечились, и чтобы как можно реже сталкиваться со страшными вещами, которые, к сожалению, в такой специальности, как нейрохирургия, надеюсь, понимаете, о чем я говорю, иногда присутствуют. Как нейрохирургия, нейроонкология. С этими вещами сталкиваться совсем не хочется. Ну, это основная мечта. А мечт так много, я обычный человек. У меня есть 2 дочки. Вот. Я еще мечтаю, чтобы у них все было хорошо. И чтобы скоро у меня появились внуки.